голова мазуркой занята, кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарда шпоры, летают ножки милых дам, по их пленительным следам летают пламенные взоры, и ревом скрипок заглушен ревнивый шепот модных жен. В одни весенние желания я был от баллов без ума, вернее, нет места для признания и для вручения письма. Увижу ли я снова? Мысль, что нет, приводит меня в трепет. Не лишайте меня надежды снова увидеть вас. Иначе я, право, постараюсь влюбиться в другую. Что делается у вас в Петербурге? Я ничего не знаю. Все перестали ко мне писать. 6 лет нахожусь в опале, что не говори, мне всего 26. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до нельзя. Бог знает, когда и прочитаем ее вместе. Онегин, добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит. Так пчелы златового улья на ниву шумный рой летит. Столы зеленые раскрыты, зовут задорных игроков, бастоны ломбер стариков и вист давных. Я пришла к тебе против своей воли, но мне верно исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе заряд. Семерка, туз выиграл! Да,
Но государю очень хотелось видеть Наталью Николаевну в попах. Теперь при дворе только и говорят про Наталью. Я лежу в праздности, в неистовых мирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе бедности, изгнании в степях. Мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет на играх и Кипри. Вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимые обиды. Я слышу вокруг меня жужжание клеветы, решение глупости лукавой и шепот зависти и легкой суеты. Укор несет и карнавал. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Перед самой смертью ему захотелось морожки. И когда принесли, Пушкин пожелал, чтобы жена покормила его из своих рук. И после каждой ложки говорил: «Ах, как это хорошо!» Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Ведь это дни каждый час носит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он головою непокорной Александрийского столпа. Здесь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит, и славен буду я, да только в подлунном мире жив будет хоть один пир. Арбаж, Кировская область. В Кировской области, в Вятском крае, в 200 километрах к юго-западу от Кирова находится моя малая родина. Очень душевный, неторопливый, уютный, доброжелательный, хранящий множество ярких воспоминаний поселок Арбаж. В детстве каждое лето на каникулы мы с братом приезжали сюда в гости к бабушке с дедушкой. В дом, где всегда пахло едой и свежей выпечкой. Это была жаркая пора сенокоса с обедом в тени старой телеги. Время пастушить в окружении приставучей мошкары и огромных пауков. Ну и, конечно, сезон борьбы с колорадскими жуками. Гаджетов у нас тогда не было, но мы находили любые развлечения на свежем воздухе всегда и везде. А по выходным в местном доме культуры мы отрывались на долгожданных дискотеках. В Арбаже я встретил первую любовь, но спустя время познал и горечь разочарований. Построил дружбу, которая уже долгие годы остается крепкой и дарит счастливые воспоминания.
Пересматривая старые фотографии, знакомился с историей своих корней, глубоко уходящую в сельскую землю, и с историей поселка, когда он еще был деревней, Арбашские починки. Спустя много лет, когда я возвращаюсь сюда уже взрослым, люблю прогуляться по тихим улицам Арбажа. А вдыхая знакомые запахи, что-то в памяти оживает, и меня охватывает приятная ностальгия. Мы стали реже видеться, но приезжая в Арбаж, я знаю, что меня встретят здесь с любовью. Обязательно с утра с друзьями сходим на рыбалку, сварим вкуснейшую уху в котелке и посидим у костра, грея замерзшие пальцы. А вечером попаримся в баньке, где будем вспоминать славные былые времена. С годами многое меняется, но сила этого места остается прежней. На моей малой родине, в поселке Арбаж. Финалист номер 2. Ольга Риянова и Мария Колышкина. Башкирия. Край мифов и легенд. Республика Башкортостан. В стародавние времена, в землях прекрасных, где много степей с лошадьми, гор с птицами и рек полных рыбами, 7 древних родов объединились и назвались башкирами. Символом их дружбы стал курай, растение с 7 лепестками. Так появилась Башкирия. Говорят, в тех землях жила девушка необыкновенной красоты, Агинея. И чтобы дочь красавицу сберечь, отец превратил ее в реку, а охранять поставил 4 воинов, 4 шихана. Много бед обрушилось на те земли. Многоголовый змей Аждаха, дивы и другие чудища. Движимые алчностью убивали они людей, жгли их огнем. Но пришел защитник Урал-Батыр, а помогал ему небесный конь Акбузат. И поборол Урал всех чудищ ценою жизни своей. Жена бесстрашного Урал-Батыра, дева-птица Хумай, горюя по погибшему мужу, навсегда обратилась в лебедя. Улетела она в Уральские горы и привела за собой много разных животных и птиц. Когда ночь наступает над Башкирией, начинают проявляться различные духи. В горах вы можете встретить пярья, духов ветра. В лесу притаился местный леш, Шурале, а в реках обитает серобородый дед Нуя. Какая бы тьма ни приходила на землю башкир, их смелость и сила рассеют мрак, и встанет над этими землями город Уфа, и так и стоит он до сих пор, гордый и прекрасный. Финалист номер 3. Мурариум. Котоградск. Калининградская область.
Мечта о звездах. Калуга. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль. Что же такое космос? Что он скрывает? Ждет ли нас кто-то в этой неизведанной бесконечности? Когда я был маленьким, одна мысль про космос будоражила мое сознание. Думая о том, что он скрывает, я представлял себя отважным покорителем галактик. Вопросы по изучению космоса беспокоили множество мечтателей по всему миру. Но все же никто не мог приоткрыть завесу такой манящей тайны. Но нашлись те, кто решил, что пора воплощать мечты в жизнь. Наступила новая эра. Группа ученых во главе с Королевым совершили настоящий прорыв. Разработали первый космический спутник. Его запуск имел невообразимое значение для человечества. Это было чудом. А дальше невероятное. 12 апреля 1961 года был выведен на орбиту первый в мире космический корабль с человеком на борту. Однако нас ожидало еще одно историческое событие, сделавшее звезды близкими как никогда. Выход в открытый космос. Люди, которых считали чудаками и мечтателями, сделали все это возможным. Только на нашей Земле вы сможете ощутить дух авантюризма, давший толчок к развитию человечества до небывалых вершин. Невозможное сегодня станет возможным завтра. Приезжайте к нам, как традиционно это делают космонавты после успешного полета. И может именно здесь вам удастся сорвать свою звезду с неба. Финалист номер 5. Екатерина Танышева. Поморье. Архангельская область. Любезный, про наш край столько всякой неправды да наветов говорят, что я решил рассказать все, как есть у нас. Всю сущую правду. Что не скажу, все правда. Река наша Двина в узком месте 35 верст, а в широком так и вовсе шире Белого моря. Ездим мы на льдинах вечных. У нас и ледяники есть. Такие люди, которые ледяным промыслом живут. А рыбы в воде в перегонки, одна за другой. Столько рыбы, что вода кипит. Семга и треска сами ловятся, сами солятся и сами в бочки укладываются. Рыбаки лишь бочки к берегу подгоняют, да днище заколачивают. В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а и дня не хватит, чтобы дойти. Мы уж собирались железную дорогу прокладывать, дабы в гости ездить. Трамвая в те поры еще не знали. Народ у нас уважительный. По первому зову идут, по первому слову за стол садятся, по первому угощению выпивают. А девкам перво дело песни. Выскочат на улицу, подол на голову наложат от мороза и затянут старинную длинную песню с переливами и выносами. Песня морозится тоненькими колечушками, одно в другое, отсвечивает цветом каменья драгоценного, отсвечивает цветом радуги.
девки из мороженых песен кружева сплетут, да всякие узорности. Дом попереду весь улепят, да увесят. В старые годы морозы жили градусов на 200, на 300. На моей памяти доходило до 500. Старушки сказывают, что бывало и до 700. Да мы уж не особо верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было. Финалист номер 6. Эксперимент 619. Ода Карелии. Республика Карелия. Финалист номер 7. Storylight. Место силы. Город Дубна. Московская область. Но как на фронте, держись ты. Бомбардируем мы ядра протонами, значит мы антитеррористы.
Финалист номер 8. Контент Продакшн Студио «Легенда об Ангаре», Иркутская область. Далеко, на юге Сибири, полумесяцем растянулось озеро Байкал. Более 300 рек впадают в него, и только одна вытекает. Издавна люди верили, что впадающие реки — сыновья Байкала, которые охраняют свой дом, отца и любимую сестру Ангару. С северной стороны шел богатырь. Многое он повидал, устал от приключений и больше всего мечтал найти свое место силы и обрести покой и гармонию. Одним утром богатырь дошел до мыса Бурхан, центра энергии мудрого Байкала. И так проникся он силой этого места, что решил остаться. И увидел богатырь красавицу Ангару и влюбился. Ничего на свете, кроме отцовского дома, не видала Ангара. Оттого привлек ее богатырь своими рассказами. Стал богатырь просить у Байкала руки. Обещал, что навеки останется он жить с ней подле отчего дома. Впечатлился старик Байкал смелостью богатырской. Да и дочь не хотел отпускать далеко от себя, а потому согласился. Но стояла невеста неподвижно и не шла навстречу богатырю. Ангара обратилась в реку и побежала на север. Только и успел старик Байкал бросить вслед беглянке камень. И лежит шаман-камень в истоке Ангары, напоминая о связи с отчим домом. А воды свободной реки питают энергией город Иркутск, что раскинулся на ее берегах. Финалист номер 9. Инмия, Калевала, Республика Карелия. Слушайте меня, потомки земли Калевалы. В древние времена родились руны, ставшие силой, способной изменить судьбы народов. Я был свидетелем их появления.
всей Карелии, даруя каждому счастье. Из этих осколков родился новый свет, который будет сиять вечно. Финалист номер 10. Софья Шанина. Екатеринбург – столица российского стрит-арта. Екатеринбург. Дорогие друзья, вы посмотрели все конкурсные работы. И теперь самое